Мы ездили из Бургаса в Рильские озера. Первый день мы поехали в Софию и остановились там переночевать. Ехать лучше через Пловдив по трассе. Там дорога более хорошая. Также вам нужна будет виньетка. Сейчас она электронная с 2019 года, поэтому можно ее купить на сайте. Например, на этом BG2, BG виньетка. Здесь выбираете виньетку для легкового автомобиля и срок виньетки. Также расстояние примерно 390 километров до Софии. Дорога хорошая, как я уже сказал. Доедете примерно за 3 с лишним часа, примерно 3:20. По дороге есть места, где можно перекусить. Это Хэппи, Макдональдс, KFC и Хэсбургер. В Хэппи вкуснее всего, но придется подождать, пока готовят. Камер на дороге практически нету. Многие превышают скорость. Разрешенная по автомагистрали 130, насколько я помню. Некоторые мчатся и гораздо быстрее. Советую ехать по правилам. Так, что еще? На выезде есть из Бургаса заправка Лукойл, с правой стороны находится как раз. Потом будет заправка ОМВ. В целом заправки встречаются. Когда доезжали мы до Софии, мы остановились там на ночь. И в час, на следующий день, час дня, поехали в Рильские озера. Выяснилось, что ехать лучше всего через Дупницу, так дорога является самой-самой комфортной. Если мы прокладываем маршрут до Дупницы, то следом сразу же прокладываем до конечной точки, которая называется Паничище. Или, если смотреть по-русски, там будет написано Паничище. Ще это щит на болгарский, поэтому Паничище. Так, и расстояние примерно получается от Софии до Рильских озер 105 километров. Ехать, наверное, 1,5 часа. Дорога хорошая. После Дупницы есть ремонт дороги, но в целом все довольно нормально. Здесь примерно 10 километров идет подъем в гору, поэтому ехать не так уж приятно в горку по серпантину. Здесь есть возле Паничища есть место, где можно остановиться. Также есть указатели различные на разные отели. Также есть места, где можно перекусить. В конце здесь есть парковка. Стоит она 5 лев в сутки. После парковки, недалеко пройдя, можно найти лифт. Некоторые оставляют машины вне парковки. Но таких мест немного. И не знаю, как хотите. В общем, мы решили оставить на платной парковке. Так более спокойно. Здесь лифт на Рильские озера. Подъемник этот работает каждый день. Мы были там в воскресенье. Он работал до 19:30. Написано, что в понедельник бывают технические проверки подъемника, поэтому время немножечко другое работы. В интернете написано, что работает с пятницы по воскресенье, однако в реальности он работает каждый день. И не до 4, а до 7. Стоимость подъема составляет 20 лев туда-обратно. Подниматься будете, написано расстояние 2 километра, которое проезжает подъемник, 2 300, по-моему. Минут 20, наверное, пользуйтесь подъемником. Затем идет подъем на гору, и сколько хотите, столько и проходите. Многие до конца не поднимаются, как я заметил. Мы на подъемник сели в 2:30 дня, и где-то в 5:30 я был на вершине горы самой. Сейчас где-то найду фотографию. Так. Это даже не вершина, говорят, есть еще более высокая точка. До нее не смог добраться, уже не было времени, потому что подъемник работал до 7 или 7:30, кажется. Так, но эти видео я потом отдельно вставлю, про все это расскажу. В целом, знаете, что доехать можно, и главное ехать через Дупницу. Это самый лучший путь. И остановиться тоже можно. Здесь дорога из Софии заканчивается. Во время того, как мы ехали в Софии до Дупницы и не выехали на автомагистраль, дорога не очень нам понравилась. И когда возвращались обратно,
поехали немножко по другой дороге, тоже местами была дорога с нехорошим покрытием. Здесь покрытие хорошее. И сейчас покажу горы, которые удалось снять. Вообще видео не планировалось записывать, поэтому видеоряд такой будет немножечко спонтанный. Именно в этом озере мы видели множество различных мальков. Возможно, и в других озерах они есть, но близко мы так не подходили. Только издалека смотрели. Это следующее по высоте озеро. Издалека может показаться, что это снег, однако это не снег, какие-то каменные горные породы, но и снег мы тоже видели возле одного ручейка. Кстати, в воде купаться запрещено, и она еще холодная, но я думаю, что ее можно пить. И также здесь нигде нет туалетов и мусорок, поэтому нужно заранее где-то сходить в туалет и мусор с собой носить. Вот туда еще тоже можно подняться. Я туда не поднимался, поднялся на гору, которая чуть левее находится. Это, наверное, самое популярное место. И почему-то там было написано высота 4000 метров, но я думаю, это не так. Кстати, вот такие цветочки там растут. Возможно, эти цветочки и есть чабрец. Так, здесь еще одно озеро. И вот верхняя точка, которую мне удалось достичь. Я думаю, есть еще выше, но не было времени, потому что боялся опоздать на подъемник. Здесь было написано высота 4000 метров, но это не похоже на то, тем более по Википедии написано что-то максимальная высота около 2500. Такие камушки здесь стояли, вид очень красивый, на видео его не передать, возможно, кое-как можно передать хорошим фотоаппаратом, но мы снимали на телефон, вот туда подняться, но не успел. Когда я поднялся, там было всего лишь 2 человека, и они уже уходили. Когда мы поднимались наверх, это было вообще где-то 2:30, и все люди спускались вниз, только мы одни шли наверх, и еще потом за нами кое-кто шел, а так в целом никого. Все эти озера вытекают в самое нижнее озеро, которое накапливает все их воды, и вот эти водопады туда же попадают, и впоследствии формируется река, которая дальше идет от этого озера. Называется она Джерман. Здесь вот такой красивый вид тоже. Кстати, когда мы шли, как я уже сказал, все уже спускались вниз, и это было, на удивление, странно, потому что это было воскресенье и 20 числа июля. Мы думали, что людей будет очень-очень много, но по факту оказалось, что они все были, но были раньше. Поэтому вот, наверное, в 2 часа, если бы поехали еще раз, выбрали точно такое же время для прогулок, потому что людей практически не было. Вон слева проходили еще люди, они тоже русские, они не успели вообще ничего посмотреть, приехали поздно и уже возвращались обратно на подъемник. Вот он, кстати, этот подъемник. Так что лучше заранее, конечно, приезжать. Вот здесь у нас подъемник застрял, прямо остановился на самом последнем месте практически. И пока мы стояли на этом месте, справа рассмотрели, что есть ягодки. Потом их пособирали, немножечко поели. Это вот билет на подъемник, так выглядит. Вот, сейчас покажу еще несколько фотографий, которые были сделаны. Это вот озеро, которое с рыбками. Дальше у нас панорама Орлицких озер. Вот с той верхней точки, которую удалось достичь, но есть еще повыше точка вроде бы. Но она менее популярная. Эти фото сделаны с телефона. Сейчас еще парочку покажу и одно есть с фотоаппарата. Как я уже сказал, видео было не запланированным, поэтому как-то все получилось немножечко в разброс, и неподготовленные фотографии, видео в целом. Но если что, вот это, кстати, фотография с фотоаппарата уже. Если что, то будем записывать побольше, получше и подготовимся. Как говорится, был бы спрос, будет предложение. Есть такая идея записывать подобные видео, но в более лучшем качестве.